Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей встрече участвуют руководители правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, главы российских регионов. Мы встречаемся в сложное время, когда наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом ее начале, ранним утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главная цель действий России. Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти 8 лет самыми варварскими методами, блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами подвергались настоящему геноциду. И за что? Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав. Жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить своих детей так, как они хотят. При этом киевские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию Минского комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, но в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения. Приступили они и к практической реализации планов по вступлению в НАТО. Более того, прозвучали и заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения. И целью для него, конечно, была бы Россия. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО. Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. И об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля. Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Хочу сказать об этом впервые в самом начале операции на Донбассе. Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым, было только вопросом времени.
и наши вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса. Они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье. Все последние годы продолжались боевые действия на Донбассе, обстрелы мирных населенных пунктов. За это время погибло почти 14 тысяч мирных граждан, среди них дети. 14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Но что поражает своим запредельным цинизмом, это не только беспардонная ложь Киева, заявление, что это Россия, додумались до этого, якобы запустила ракету по Донецку, но и то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Как будто ничего и не было. Именно так же лицемерно они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание. Многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было больше терпеть. И чтобы положить конец геноциду, Россия признала Народные Республики Донбасса, заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. На основании этих соглашений республики обратились к нашей стране за военной помощью в отражении агрессии. И мы эту помощь оказали. Просто не могли, не имели права поступить иначе. Но что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание. Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударное и наступательное вооружение Альянса уже у наших границ. Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа, все безразлично. Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников. В качестве оружия они избрали и экономические, и финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам. Через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. И
не надо здесь, не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Свидетельство тому данные международных организаций, которые прямо говорят о том, что социальные проблемы даже в ведущих западных странах в последние годы только обостряются, что растут неравенство, разрыв между бедными и богатыми, дают о себе знать расовые и национальные конфликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом «золотом миллиарде» рушится. Повторю, сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование. Введение санкций – это логическое продолжение, концентрированные выражения безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. И возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия? Повторю, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках. Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно. Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития. Но мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участие в антироссийской кампании. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности. Что хочу особо подчеркнуть. Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер. Но таким же образом стал для них и для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года, 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной. Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике,
по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Вся словесная мишура о политкорректности, о неприкосновенности частной собственности, свободе слова, все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики. Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня. Отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века. А затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны. Против России развернута массированная атака и в киберпространстве. Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом. Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Проще говоря, липой. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи. Но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая. И все больше людей ее слышат, понимают и разделяют. Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить. Что называется, загнать за можжой, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло. Не выйдет и сейчас. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя
на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они полагают, что все продается и все покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны, наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества. Уважаемые коллеги, очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да вообще всему миру. Подчеркну, санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики. В их числе и Россия. Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Первой под удар санкций попала наша банковская система. Но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий. Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам за прошедшие 3 недели дополнительный спрос на товары превысил 1 триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях. Хочу выразить благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только дают эффективный ответ на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития нашей экономики. И отдельно хочу отметить правительство, Банк России, глав субъектов федерации, региональные и муниципальные команды. В нынешних непростых условиях вы ответственно решаете стоящие перед вами задачи. Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности. Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет. Направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстро растущие, динамичные международные рынки. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов. В центре внимания защита материнства, детства, поддержка семей с детьми.
Уже принято решение, вы знаете об этом, с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до 1 прожиточного минимума на каждого ребенка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей. Таким образом, у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка, и вплоть до достижения ребенком 17 лет. Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи. То есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро. Также прошу правительства в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. И подчеркну, даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на повышении этой задачи. И добавлю, что она носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, но и является вопросом социальной справедливости. Очень многое сейчас зависит от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Напомню, что именно в этой логике, которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе, в городе, в поселке, а она везде разная, именно так мы и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом. Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах федерации в ближайшие 6 месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями, а губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу. Что здесь должно служить приоритетом? Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом, обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы. Прошу правительства, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию административных, регуляторных барьеров неоправданных. Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями. Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, недоступность и дороговизна кредитов. Но Центральный банк вынужден был предпринять соответствующие меры. В связи с этим поручаю реализовать следующие шаги. Первое. Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить объемы авансирования по государственным контрактам. Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок оплаты поставленных товаров и услуг сократится до 7 рабочих дней. Аналогичные решения необходимо также принять на уровне субъектов федерации, муниципальных образований и компаний с госучастием. В
Второе. Необходимо расширить возможности предпринимателей привлекать дополнительные ресурсы от институтов развития. Речь идет о расширении работы фабрики проектного финансирования. Она у нас работает хорошо, практика показала востребованность. О предоставлении ресурсов на инвестиционные планы бизнеса через Фонд развития промышленности. Один из реально хорошо работающих инструментов. Банк малого и среднего предпринимательства также. Кроме того, через региональные институты поддержки, включая гарантийные фонды. Поручаю правительству выделить субъектам федерации дополнительные средства на такие региональные инструменты. Обращаю внимание правительства и коллег в регионах. Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости – лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары. Прошу правительство и ФАС, региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках. Далее. С учетом новых вызовов, с которыми столкнулась Россия, мы должны сохранить и расширить нашу повестку долгосрочного развития. В том числе продолжить реализацию всех запланированных проектов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме. Более того, еще в декабре было принято решение направить дополнительные средства, в том случае, если стоимость строительства объективно выросла. Что считаю важным отметить? В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах. Ресурсы у нас есть, повторю еще раз. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов, их этапы. И это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения. Вот что важно. При этом важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти. Дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также возможности для запуска новых строек и программ. Так регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство. Прошу правительства проработать вопрос об увеличении финансирования других объектов инфраструктуры, которые можно взять в работу уже в этом году, а также о наращивании закупок у российских предприятий, в том числе по обновлению общественного транспорта, например. Понятно, что на бюджеты субъектов федерации сейчас ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо. А выплаты по коммерческим кредитам, там, где это необходимо, будут замещены бюджетными кредитами. Прошу правительства детально проработать этот вопрос и вникнуть в каждый конкретный случай. Только такая индивидуальная работа и приведет к нужному результату. Кроме того, Министерство финансов дополнительно предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту Российской Федерации. Она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года. Мы сохраним объемы инфраструктурных бюджетных кредитов.
Поручаю правительству организовать гибкое управление этой программой, учесть все трудности, связанные с реализацией проекта. Я о них уже говорил чуть-чуть выше. Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проекта, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью. При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо. Что подчеркну, сейчас принципиально важны прямые коммуникации между всеми уровнями власти, четкий алгоритм действий. И здесь свою эффективность уже доказал Государственный совет, его профильные комиссии. Я прошу комиссию по госуправлению, которую возглавляет Сергей Семенович Собянин, совместно с коллегами из правительства заняться отработкой проблемных вопросов региональной повестки, выработать оптимальные решения и масштабировать их на все российские регионы. У нас был хороший опыт в ходе борьбы с эпидемией. Уважаемые коллеги, наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить. Нацелить на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы. И здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом. Еще раз повторю, текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно. Упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее. Как это всегда было в истории тысячелетней России. На такую работу я и хочу вас настроить.